Всем привет! Меня зовут Голубева Юля, я спортивный врач, врач физической реабилитации и специалист по женскому здоровью. А знаете ли вы, что различные проблемы со стороны мышц тазового дна могут быть связаны с недостаточной подвижностью тазобедренных суставов? Почему? Дело в том, что есть мышцы, которые отвечают за вращение бедра, и ряд этих мышц крепится непосредственно к мышцам тазового дна. И бывает такое, что подвижность тазобедренного сустава снижена. Например, человек очень много сидит, у него сниженная двигательная активность, у него теряется амплитуда движения тазобедренного сустава. Такие мышцы могут укорачиваться, спазмироваться и болеть. И это, например, может проявляться как боль и неприятные ощущения во время полового акта. Но плохая мобильность тазобедренных суставов может приводить не только к проблемам здесь, но и к проблемам и боли в области нижней части спины, в области колен и даже стоп. Поэтому мобильность тазобедренных суставов очень важна. И сейчас я покажу прекрасный комплекс упражнений, который делаю сама каждый раз во время своих силовых тренировок. И вы можете выполнять этот комплекс вместе со мной. Поехали! Есть более простые варианты выполнения упражнений, есть более сложные. В более простых вариантах, во-первых, руки ставятся назад, мы можем чуть-чуть отклонить корпус тоже назад, но при этом важно, чтобы наша грудная клетка тянулась наверх, как будто бы нас за крючок кто-то подвесил за грудную клетку и потянул. Плечи при этом направлены назад и вниз. Более сложный вариант – это когда руки выходят вперед, можно их либо вытянуть перед собой, либо сжать вот таким образом в кулачки, но при этом спину оставить ровной. Если не получается спину оставить ровной, не так, то есть еще опция положить под область таза, под седалищные бугры кубик и выполнять разные упражнения, сидя на кубике. Здесь также вы можете руки направлять либо назад, либо оставлять их спереди. Исходное положение сидя. Ноги перед собой, расставьте их пошире, носочки на себя, ноги согнуты в коленях приблизительно 90 градусов. Здесь желательно тоже угол побольше, тоже в районе, конечно, 90 градусов было бы оптимально. Простая версия: руки сзади, грудная клетка направлена наверх, плечи назад и вниз. Более сложная вариация упражнения: руки перед собой, но спина при этом остается в ровном положении. Я буду выполнять более простую версию. Также, когда выполняете упражнение, более сложная, но более правильная версия — это не отрывать седалищный бугор, то есть вот так не делать. Более простая и читерская версия — это когда вы немножечко отрываете седалищный бугор, полупопия, наверх. То есть вот это более сложный вариант, таз на месте, вот это более простой. Я начинаю с простых вариантов. Поехали. Правое колено опустите вниз, левая нога неподвижна, наверх. Левое колено вниз, наверх. Грудная клетка при этом никуда не смещается, корпус никуда не поворачивается. Еще 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Руки, опять же, перед собой, либо сзади. Сейчас мы будем класть два колена одновременно, то есть здесь 90 градусов, здесь и вот здесь. Простая версия: руки сзади, грудная клетка направлена вверх, и желательно ее не поворачивать и не ротировать. То есть вот это неправильно, а вот это правильно. Смотрите, мой корпус смотрит ровно вперед и не поворачивается никуда вместе с ногами. Медленно положили колени на одну сторону, медленно на другую. Более сложная и правильная версия, когда седалищные бугры не отрываются. То есть вот таким образом. Более простая и читерская версия, когда мы чуть-чуть помогаем себе тазом и немножечко отрываем седалищный бугор задней ноги. Еще 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. И остались в этом положении, в положении русалки. И сейчас мы будем делать многокомпонентное упражнение. Как оно будет выглядеть? Соответственно, здесь у нас все углы сохраняются, носочки на себя. Мы сидим, корпус у нас развернут в сторону передней ноги. Сейчас мы будем заднюю ногу уводить вперед, не опуская, не кидая ее вниз. Затем заводим обратно в исходное положение, наклоняемся с прямой спиной к передней ноге и отрываем голень задней ноги, то есть поднимаем вот таким образом. И возвращаемся в исходное положение, все сначала. Делаем так 5 повторений. 1, 2, прямая спина, голень вверх, вниз. 3, вперед, голень вниз, наверх. 2, и заключительный раз. Мне вот, например, уже очень тяжко. Супер. Разворачиваемся и делаем все то же самое на противоположную сторону. Итак, приготовились. Поехали. Бедро вперед. В исходное положение. С прямой спиной наклоняемся. Голень на внутренняя ротация. Вниз. Вернулись. Нога вперед. Не опускаем ногу. В исходное положение. Прямой спиной наклонились. Голень вверх. Вниз. Исходное положение. Давайте еще 3 раза. Отлично. Прямая спина, голень вверх, вниз, назад. Еще 2. О, мое бедро. Вниз, голень вверх, вниз и в исходное положение. Заключительный раз. Опа. Вниз, голень вверх, вниз и тело наверх. Фух. Для новичков данное упражнение выполнять достаточно проблематично, поэтому более легкая версия. Вы ведете стопу по полу, и когда у вас одна нога встречается с другой, вы приподнимаете, опускаете, приподнимаете, опускаете и снова уже по полу ведете назад. Более сложная версия – это сразу поднимать ногу и опускать только в самом конце. Но, как правило, данная вариация новичкам дается достаточно тяжело. Следующее упражнение начинается с положения лягушки, стопы вместе, колени раскрыты. Легкая версия – руки сзади, сложная версия – руки спереди, спина ровная. Итак, руки на стопах. Немножко помочь себе руками с прямой спиной себя притянуть, наклониться вперед. Исходное положение либо такое. Правую ногу уводим назад. Важно, смотрите, она идет по воздуху в позу русалки. Кладем 2 колена по возможности. И возвращаем по воздуху ногу в позу лягушки. Притягиваем себя с прямой спиной к стопам. И то же самое с противоположной стороны. По воздуху ведем ногу, опускаем 2 колена. По воздуху возвращаем ногу. Стопы вместе, небольшой наклон вперед. Давайте еще 4 раза вместе со мной. Мы сможем это сделать. Положили 2 колена, возвращаем по воздуху в позу лягушки. Чуть-чуть вперед. Ага, нога по воздуху. Оп. Колени положили на пол, вернули в позу лягушки. Схватили себя за стопы, наклонились немного вперед. Снова руки назад. Правая нога в позу русалки, кладем 2 колена, возвращаем правую ногу по воздуху к левой стопе, наклонились вперед. Давайте еще 3 раза так же. И положили 2 бедра, по воздуху вернули ногу обратно, руки к стопам, наклонились вперед. Давайте еще 2 раза, осталось всего лишь. Оп. Возвращаем по воздуху обратно, чуть-чуть наклонились вперед. И заключительный раз.
Хорошо. Возвращаемся, делаем небольшой наклон вперед. Не всем сразу дается легко это упражнение, поэтому вы можете начать, скользя стопой по полу. Как это будет выглядеть? Видите, я поднимаю колено, но пятка у меня скользит по полу. Здесь колени опускаются, пятка скользит по полу. И у нас осталось с вами заключительное упражнение. Исходное положение, положение фехтовальщика, можно сказать. Одна нога у вас впереди, одна сзади стоит на колене. Правую стопу уведите немного в диагональ, подкрутите таз таким образом, чтобы ваша поясница стала более уплощенной. Вот так. Левую руку согните в локтевом суставе. И сейчас, смотрите, мы будем с выдохом сейчас делать небольшой выпад в диагональ. При этом не раскручивайте, пожалуйста, таз, не прогибайте поясницу. И левую руку мы будем тянуть в диагональ. Это выдох. На вдохе возвращаемся обратно. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Еще 4, вдох, 3, вдох, 2, вдох, 1, супер. И то же самое мы делаем на противоположную сторону. Правая нога назад, левая нога вперед, левая нога, стопа уходит чуть-чуть в диагональ, таз подкручен, спина уплощена. Правая рука у нас сгибается в локтевом суставе, левую руку можно положить на таз. Сейчас на выдохе мы делаем выпад в диагональ, на вдохе возвращаемся. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Еще 4, вдох, 3, вдох. 2 и заключительный раз. Ну что ж, на этом наш комплекс закончен. Я надеюсь, что вам понравилось. Обязательно, если вдруг какие-то упражнения вам делать сложные из этого комплекса, делайте предыдущие, те, которые попроще. Также, если вдруг кому-то из вас захочется более сложных модификаций, более сложных прогрессий данных упражнений, обязательно пишите в комментариях, я все учту и сделаю еще много интересных видео.